Пляж под крылом самолета на Карибах. Аэропорт Принцессы Юлианы, расположенный на острове Сен-Мартин. Он находится на Карибах в 300 километрах от Пуэрто-Рико. И отдыхающих сюда привлекает не только теплый песок и синее море. Сюда отправляются за непередаваемыми острыми ощущениями. На Карибском Сент-Мартине можно позагорать под крылом самолета, пролетающий над заливом Маха. Лайнеры – главный аттракцион побережья. Белоснежная полоса пляжа упирается во взлетно-посадочную полосу аэропорта Принцесс Джулиана, даря возможность всем отдыхающим на курорте насладиться удивительными ландшафтами. Маха – пляж в юго-западной части острова Сен-Мартин на территории самоуправляемого государственного образования Сент-Мартин, в составе Нидерландов, получил известность благодаря тому, что к нему вплотную примыкает взлетно-посадочная полоса аэропорта Принцессы Юлианы, так что садящиеся и взлетающие самолеты пролетают в 10-20 метрах над головами отдыхающих, кажется, можно дотянуться рукой. Огромные лайнеры, снижаясь, буквально сбивают туристов с ног, порывы ветра настолько сильные, что на побережье установлены предупреждающие знаки. Уменьшенные копии табличек с надписью «Низколетящие самолеты» могут являться причиной увечий, самый популярный сувенир острова. В связи с этим пляж особо популярен среди споттеров. Пляж и взлетная посадочная полоса разделяют два забора и узкая двухполосная автомобильная дорожка. Длина пляжа составляет около 300 метров, ширина – 10-20 метров. На пляже расположены несколько кафе и закусочных, самые известные из которых – Sunset Bar and Grill Inn. Там имеется громкоговоритель, предупреждающий отдыхающих о прибытии очередного самолета и передающий радиопереговоры диспетчеров аэропорта и пилотов приближающихся самолетов. Вдоль пляжа расставлены доски, на которых мелом написано расписание взлетов и посадок. Пляж полностью лишен растительности, так как регулярно подвергается воздействию сильных потоков воздуха от авиалайнеров. Это же часто вызывает на побережье сильные и неожиданные волны, что привлекает сюда виндсерферов и скейтбордеров. Отдыхающим в центральной части пляжа может грозить увечье или даже смерть, о чем честно предупреждает администрация, так как скорость потоков воздуха из реактивных двигателей самолета может достигать 160 км в час. Однако многие намеренно игнорируют эти предупреждения, чтобы испытать острые ощущения. Не так давно, в апреле 2012 году, серьезно пострадала пара из Франции. Он отделался сломанной ногой, а она – глубокой раной на голове. 16 октября 2008 года пляж сильно пострадал от урагана Амар, который уничтожил несколько кафе и других сооружений и сделал Маха совершенно каменистым, сдув весь песок, который потом сюда пришлось привозить и заново заполнять им пляж. Мало того, что это один из крупнейших транспортных узлов Карибского региона, так он еще входит в десятку самых опасных аэропортов мира. В зависимости от погодных условий, взлет-посадка считается средней или высокой сложности для летчика. Упираясь одним концом в море, а другим в гору, полоса составляет в длину всего 2130 метров. Этого едва достаточно для больших лайнеров, и поэтому самолеты вынуждены заходить на посадку буквально в 100 метрах от пляжа Маха-Бич, на котором загорают отдыхающие туристы. Дополнительную остроту ощущениям придает знание, что аэропорт не оборудован системой автоматической посадки, поэтому самолеты заходят на посадку под ручным управлением. Взлетно-посадочная полоса почти упирается в группу пляжных ресторанчиков. Самолеты должны приземлиться как можно ближе к началу взлетно-посадочной полосы из-за ее малой длины, поэтому они идут на посадку на таких минимальных высотах, что кажется, будто они задевают головы людей, находящихся на пляже. Можно мирно валяться на пляже, но когда в нескольких десятках метров над землей пролетает какой-нибудь Boeing 747, то из-за создаваемого воздушного потока поднимается настоящая песчаная буря, которая легко разбрасывает вещи вокруг. Есть и особая здесь забава. Туристы пытаются удержаться на пляже, когда самолет рулит к сетке у побережья и оттуда начинает взлетать. Струя из движков бьет по туристам и пытается сбить их в воду. Сюда приезжают для острых ощущений, а не для загара.
Но несмотря на очевидные сложности, крупных происшествий здесь не зафиксировано. Прибытие самолетов на остров сопровождается овациями. Но это со стороны тех, у кого свободны обе руки, а не тех, кто держит шляпы и детей, шутка ли, проносящаяся в 10 метрах над головой махина. Для облегчения жизни отдыхающим, время прилета пишут мелом прямо на воткнутой в песок доске для серфинга, а особо крупные лайнеры даже объявляют по громкой связи в том самом баре. В связи с тем, что до самолетов тут можно почти дотянуться рукой, на пляже процветает спотинг. Это калька с английского слова «spot», то есть увидеть, опознать, означает вид хобби, заключающийся в наблюдении за самолетами и ведении их реестра. Для споттера является важным определить тип самолета и его бортовой номер. Местом съемки обычно служит аэропорт или территория за его пределами. Фотографирование для споттинга – лишь часть увлечения, но не его основа. Некоторые споттеры, особенно на Западе, как и в начале возникновения этого хобби, ходят на споттинг с подзорной трубой и блокнотом, записывая в него, какой самолет, где и когда они видели. В общем, если оперировать знакомыми понятиями, тот же birdwatching, только по отношению к самолетам. Наибольшее количество самолетов приземляются здесь утром и во второй половине дня. Начало строительства аэропорта положило возведение военно-воздушной базы еще в 1942 году. Хотя уже в 1943 году в связи с отсутствием боевых действий в регионе во время Второй мировой войны он был преобразован в гражданский. После 1964 года он был реконструирован, появились новая диспетчерская вышка и терминал. После 1985 года был модернизирован, поэтому стал иметь возможность принимать дальнемагистральные классы воздушных судов и полностью соответствовать высокому развитию туризма на Синт-Мартене.